народ, меня зовут Алекс. Мы продолжаем проходить игру Звездные войны, рыцари Старой Республики. Вторая часть, лорды ситхов. В прошлой серии мы под конец нашли тело, чувака. У него была голосовая команда записана. Это ключ там к чему-то, я не помню. Ну, нам ранее об этом говорили в ролике. Не в ролике, а в записи, которые записывали местные ребята, которые уже ныне все на том свете. Также мы встретили этого дроида протокольного. Ну, типа того протокольного, на самом деле. Он нифига не протокольный, я уже об этом сказал. За кадром я улучшил пистолетом. Ну и все, больше там нечего пока делать. Все-таки, как ни крутить, начало игры улучшать пока толком мы ничего не умеем. И плюс у меня еще не прокачана стрельба. То есть не прокачанная не только стрельба, а два оружия. Поэтому у меня там что-то какой-то штраф большой к атаке из второго ствола. Ну, как говорится, будем терпеть. Ловкость определяет подвижность, рефлексы, высокий показатель, мудрость, харизма. Ну давайте сейчас вот мудрость еще немножко качаем. Силы побольше нам. Да и чтоб толку от этой силы тоже было побольше. Так, и вновь дилемма. Ну, в этот раз хотя бы попроще. Я просто что-то забыл в прошлой серии, что вот это умение необходимо нам как воздух в бою с дроидами. Как говорится, даже и у меня бывает провалы в памяти. Да ладно, выключите уже музыку эту. Такое ощущение, что там, я не знаю, штурм Хельмовой пади происходит на экране. Такая пафосная музыка. А на деле всего пара дроидов. Ага. Это типа, чтоб жизнь малины не казалась, да? Ясненько. Блин, да по-моему от молнии урона больше было. Чёртова дроиды. Вечно пугает. Да он просто такой огромный, кажется, что он крутой, а на самом деле он лох. Ну, потому что начало игры. А, я, кстати говоря, улучшение вставил в броню. Вообще удивительно, что она здесь с самого начала доступна. Регенерация. Ну, видите, потихоньку здоровье восстанавливается. В первой части это прям какая-то невидаль была. А здесь, как само собой разумеющийся элемент. Блин, опять это лечащее яйцо. Ну или как он там называется, сенсор. Да не по нему стреляй, по яйцу стреляй. Молодчик. Так, здесь ничего нет, что ли? А на кой черт такая охрана? Дверь заперта. А на деле вообще ничего нету. Видимо, забыли добавить. Куча яиц, да, лечить-то и некого. Непонятно, зачем мы здесь. Так, стоп, он хочет меня подорвать. Я знаю, это такие хитро выделанные яйца, они очень, очень много отнимают здоровья или нет?
Ну, если взорвутся прямо вплотную к тебе. Так, стоп. Сейчас мы выходим в космос, если мне не изменяет память. Или нет? Это куда? Нет, подождите, нам туда, по-моему, не надо. Где-то здесь было что-то типа скафандра, что ли. Так, ага. Импланты мне недоступны, да? Ну, конечно. Я бы удивился, если бы они были доступны. Так, компьютерные щупы, доступ к меню поддержки. Что у нас здесь есть? Finished the sonic imprint sensor prototype for the mining droids. Everyone knows they need an upgrade. The sensor should allow me to issue voice commands to them rather than manually adjusting their routine each time the mining specifications change. I've been keeping the sensor in the maintenance workshop for the time being. I wanted to test it first by recording and playing back some simple voice commands. Finished my examination of the droids from the Ebonhawk freighter. The T3 unit looked like it had shut itself down. The protocol droid, however, made up for it. It talked my ear off for most of the hour, asking questions about the facility, the personnel, and so on. Still, it wanted to make itself useful, so I put it to work until its master wakes up from the med bay. It seems to have some skills in speaking to droid behavior cores, so... There's been some trouble with some of the mining droids, so I'm signing off. Been speaking to the protocol droid about the Jedi in med bay. I thought they'd all gone away or been killed in the Jedi Civil War. The droid told me that his master's the only Jedi he knows of in all the galaxy. That the Jedi had served in the Mandalorian Wars almost 10 years ago. That would have meant that the Jedi served under Revan for a time. Maybe the Jedi knows what happened to Revan after the end of the Jedi Civil War. Been too busy to enter a log for a while. There's been more and more accidents since that Jedi arrived. The miners are starting to get restless, especially Corda. Corda said the exchange is offering a huge bounty on Jedi Knights and that we can make a fortune if we sell the Jedi to Nar Shaddaa. Security shut down that idea pretty quick. But I don't think Corda and his men are gonna give up that easy. I mentioned the trouble to the Jedi's protocol droid, and he seemed concerned about his master's safety. I told the droid not to worry. The Corda wouldn't... When the dock officer reported the droids repairing the Ebonhawk, I installed a voice print ID on the droid console system. Someone ordered them to repair that freighter, but I can't find a trace of the order anywhere. If anyone tries that again, they won't be able to do it from this terminal unless I let them. The voice print should cut any user off from the central functions unless I give the code. The maintenance check on the droids didn't help. If anything, the accidents have increased. Security interrogated me about the droids and they weren't too happy with my answers. I don't understand it though. These aren't combat models. They shouldn't even know how to attack. I can't help but think, what if somebody staged the initial trouble with the mining droids just to get them all sent to maintenance, and then did something to them? I think security's right. Someone's trying to sabotage this facility and they're using the droids to do it. But why? Вопрос. Так. Не, промахнулся. О, наш старый знакомый. Его, как я уже говорил, в очередной раз вырубили и разместили в том месте. У меня же есть голосовая команда, или как-то надо что-то по-другому сделать? Сейчас давайте разбираться, я просто не помню точно. Дверь вроде заперта.
А турболифт куда ведет, честно говоря, я не помню. Так, надо теперь это не забывать. Сейчас в скором времени опять будет заставка на не на движке игры. Нужно будет предварительно сохраниться, чтобы не бежать издалека. Короче, мы вернулись обратно, и все без толку, да? Значит, надо было что-то там делать. Found anything? Я нашел разговорчивый протокол дроида на складе горючего. Yeah. Странный Blow перевод. it up? Нет, хотя я думал об этом. Yeah, we'll watch your back. Droids can't be trusted. А ты можешь? Look, I could have let you rot in those mining tunnels, and all I get from you is back talk. You know what? I don't trust you. For all I know, you could have caused all this trouble. In fact, you did just by being a Jedi. So before you start accusing me of anything, Jedi, maybe you better take a look at what you've done. Ладно, что-то ты какой-то возбужденный. Вообще здесь перевод нереально кривой. Интересно, здесь перевод в этой сборке игры был от Zone of Game, или как это назывался, не помню. Ну, в общем, хороший такой сайт, там качественный перевод делают, да, для игр, которые обычно не издаются в России. Ну, не обычно, а которые не издавались в России, которые без перевода. Серьезно, у меня же ведь было что-то такое. Вот эта фигня у меня была. Так, пойдемте поговорим с этим дуболомом. Я что-то не помню. Может, нам надо было что-то с ним поговорить о чем-то. Честно говоря, я что-то подзабыл этот момент. Конкретно этот. Что здесь нужно было сделать? Я нашел Т-3 в топливной трубе. Он поврежден. Master, how is it possible that a T3 unit got dumped in such a place? Like a piece of unwanted garbage? Thoughtful extrapolation. Perhaps it ran afoul of the other droids in this facility and was attacked. Most distressing. It is too bad that there is no way to reach the droid from here, Master. Otherwise you might be able to determine what happened to it. Of course. Так, мне нужно пройти в ангар, отсек Пирагуса. Ангар, вернее, отсек Пирагуса. Pitying answer. Oh, that is unfortunate, Master. Как насчет кодов перегрузки? Answer. Only the Piragus administration officer would have such codes, Master. If he hasn't already been murdered in an unfortunate accident, then he is trapped in the dormitory section, which has been effectively cut off from the facility by explosives. Возможно ли связаться с ним, используя комлинк? Apology. Unfortunately, communication with the dormitory section is severed, Master. If that were the case, the severed comlink would have spared us the satisfaction of hearing. Удовольствие? Rapid retraction. Why? Yes, satisfaction. It would be Короче, постоянно себя выдает в разговоре. But there would be a calm, comforting certainty. Во многих моментах. Nothing we can do to escape. Должен быть способ достигнуть их. Theory. You could walk across the surface of the asteroid to the dormitory airlock, but such a route would be extremely hazardous.
Мне всего лишь нужны те коды, которые у этих шахтеров, и когда они у меня будут, я воспользуюсь ими и покину эту скалу. Warning, Master. Continued exploration of this facility may place you in unnecessary. I encourage you to return to the medical bay and wait for retrieval from a vessel that is no doubt on the way. Я намерен найти этих шахтеров, а ты мне не поможешь. Weary resignation. Very well, Master, but there is very little that I can do. You see, the airlock. Ладно, и как же я достану код к воздушному шлюзу? Correction. Oh, I already possess the code. Что ты хочешь сказать? Condescending explanation. Master, the console governing the droid maintenance area and the airlock is voice printed. Musing. In the last days of his life, the maintenance officer was quite careful about voice protocols, bordering on paranoid obsession. Conjecture. I suspect once he realized something was wrong in the facility, he voice-locked the droid bay functions. A prudent measure, but... С отпечатками голоса? Explanation. Yes, Master. Many consoles have voice recognition sensors built into their systems, so that only selected individual... Но ты знаешь код. Condescending explanation. Oh, yes, Master. The code is maintenance control. Ты можешь имитировать голоса? Можешь, вернее, сможешь проговорить код? Objection. Master, to commit such an act would be in violation of the ethics programming most droid... Я пойму, если твои ограниченные функции помешают тебе точно сымитировать голос офицера по техобслуживанию. Irritated objection. Master, there is nothing wrong with my communications functionality. I will prove it. A recitation. Maintenance control voice print ID R1V5. There. Was that sufficient, Master? Да, думаю, это все, что нужно. Confused query. I am sorry, Master. Were you speaking to yourself? Пока. Сыграли, короче, на самолюбие дроида. Ой, в ту сторону побежал. Даже у дроида есть самолюбие. И даже его можно ранить. Это как, знаете, реверсивная психология. Мол, ну ты это все равно не сможешь сделать. Да я смогу. Да не, я понимаю, это трудно для тебя. Ладно, все, забудь мою просьбу. Да я могу это сделать. Вообще реверсивная психология срабатывает, наверное, в процентах 90 случаев. Испытано, как говорится, вживую. Очень хорошо людей мотивирует. Особенно если у людей завышенная какая-то самооценка. И... и вот на ней очень часто получается сыграть. Ну, не так, конечно, явно, что типа, да ты не сможешь. Ну, когда нужно что-то от тебя, человек. А ты, ну, я понимаю, ты это, наверное, не можешь сделать. Сразу, да нет, ты что, нет, я это как раз могу делать. Многие на это ведутся. Я не пойму, здесь где-то скафандр должен валяться. Или это за следующей двери? А, вот. Так, вот сейчас точно надо напрячь булки и быть осторожным, потому что... А, ну здесь не нужно, да, одевать его, как в первой части, потому что сейчас будет... Еще раз сохранюсь. Сейчас будет ролик. Если я все правильно помню. Ну, прямо при выходе на поверхность. Кстати, здесь по сравнению с первой частью скорость бега намного увеличили, потому что всех раздражало в первой части, что он так медленно идет в этом скафандре. Здесь, в общем, решили такую перемоточку включить.
Чтобы народ не парился. Так, еще раз сохранимся. Ну, по-любому придется перезапускать игру после долбанного ролика, чтобы меньше бежать опять к тому месту. Я не помню, час уже должен он начаться, по идее. Но... That's about time. I lost your signal after you left the mining tunnels. Now you're coming in clear. Except I'm picking you up on the exterior of the facility. On the asteroid's surface. That can't be right. Я как раз за панорамным окном. Huh? What are you doing out there? Мне надо добраться до шахтеров в жилом отсеке, и это единственный путь туда попасть. You're crazy, even for a Jedi. Look, you need to get out of there quick. Что-нибудь случилось? What little is left of the facility's venting systems have gone active, most likely from the explosions in the mining tunnels. They're venting Paraga's fuel deposits into space through the exterior vents, right in your path. Ты не мог бы их заткнуть? I can't. I'm locked out of the main systems here. I couldn't shut it down if I tried. The vents look like they've been purposely rerouted to vent the gases to the exterior. And only in the last few minutes. It's almost as if... Ну, конечно. Долбанный дроид, What чтобы now? нас остановить, начал выдувать топливо наружу. I don't believe this. There's a ship coming in, sending a docking code. I have a bad feeling about this. Те нежданные гости. Тем более такие гости. Полутруп. Не помню, как его зовут. Дарт Сион или Дарт Зион. Как-то так. В общем, один из этих лордов ситхов, о которых говорится в названии игры. Которые будут за нами охотиться. И как они еще называются? Триумвират ситхов. Ну, если кто не знаком со словами триумвират, то есть трое. Это название, по-моему, еще со времен Римской империи идет. Он прибыл, да, я понял, что он прибыл. Говорю, со времен Римской империи идет, насколько я помню. Когда там на 3 части делили империю. 3 правителя, триумвират. А может и раньше и было это название, не помню. Не название, а термин этот. Ну оно вот, топливо выбрасывается. Правда, не понимаю, как оно должно нам помешать пройти. Вообще без каких-либо проблем проходим. Веселье продолжается. Как четко, а? Так и знал, что сейчас первым же залпом завалит этого дроида. Вот эти бластеры, которые мы делаем на верстаке, они почему-то всегда лучше, чем те, которые мы находим. Не знаю, почему так. Они даже, может, и по урону меньше, но почему-то они стреляют лучше. Меч намного. Замри. Да, пока еще, конечно, не прокачано это умение. Не получается оглушить дроида.
Так, этот малый, походу, посерьезнее, чем те дроиды. Ладно, сменим подход. Какой, кстати, кнопку-то? Наш. Неудобно нифига. Надо будет переставить. Куда-нибудь поближе. О, а можно их как-нибудь сломать, тут отключить. О, отличный верстачок. Может, сейчас еще что-нибудь сможем создать. Мне вообще не хватает химикатов каких-то, что ли, или умений не хватает, чтобы создать прицелы для бластеров. Так, что мы тут нашли? Внимательность, взрывчатка, система безопасности. Как выглядит? В принципе, неплохо. А что здесь-то? Здесь только внимательность, да? Урон сопротивления 5 против звука. Внимательность. Давайте оставим это. Так, мандалорианскую оденем. Что-нибудь новенькое есть? Бластерная винтовка, пистолет. Так, тут ничего нового нету. А, вот прицел можно создать. Это хорошо. Это очень хорошо. Не помню, у какого нет прицела. А вот у этого. Ну, кстати, как крутить-то? О, вот так вот. Радует меня эта фишка. Покрутил. Прям заправский стрелок. Как контрабандист из онлайновых Звездных войн. Ну, правда, немножко по-другому там крутил. Намного круче. В разных плоскостях, скажем так. Еще и монетку подстреливал, которую подбрасывал. Ну, короче, дроид по полной программе постарался, чтобы нас отсюда не уволокли. И чтобы мы отсюда не сбежали. Ну, так вот захотелось мне наступить на мину. Не ищите там логики. Ее тут нету. Ну, работает на обмен, по-моему, если мне память не изменяет. И мы еще не раз встретим таких дроидов. Вообще, это как раз одна из вырезанных миссий, что когда мы собираем, ну, настоящего НК-47, который у нас там на корабле будет в трюме стоять в поломанном виде. С каждого из этих НК фальшивых мы будем находить деталь. И будем чинить этого дроида своего. В какой-то момент нам у нас, вернее, выйдет его активировать. И он будет возмущаться по поводу того, что пока он тут был в отключенном состоянии, расплодилось только дубликатов. И как бы с помощью какого-то следящего устройства захочет найти завод, где их производят. И это, судя по всему, должно было быть какой-то дополнительной миссией, но ее так и не включили в игру. Возможно, здесь с этим модом, который добавляет вырезанный контент, она появится, кто знает. Хотя они, по-моему, так уж такие масштабные куски не устанавливали. Обычно там диалоги какие-то, которые вырезали. И несколько миссий одного из пропавших мастеров джедаев, который в официальной версии отсутствовал, а вот с вырезанным контентом он появляется. То есть его можно будет найти на Карибане. Но это не спойлер, потому что сюжет я не пересказал, по сути. Так что вы, если кто не знает и не поймете даже, что за мастер джедай, о чем вообще речь. Просто мастер джедай, само собой, игра под названием Звездные войны, значит, мы сталкиваемся с джедаями. Так, давайте вообще посмотрим эти разные уклонения. Наверное, дальний бой надо поставить
Буду атаковать их врагов, какие... это нет, это не то. Это же пока не стиль боя, это стиль поведения персонажа. Но это то, что было и в первой части. Только там где-то в другом месте это ставилось. Где-то... Не помню где, где-то там. Так, что-то я чуть не сдох тут. Надо здоровье восстановить. Все время забываю, что переключение, ну, в смысле, нажимать приходится после того, как аптечку использовал, ну, уточнять, на кого ты ее используешь, только когда кто-то еще в команде появится. Когда ты тут один в команде, ничего нажимать не нужно. Он автоматически будет лечить себя. Забаталивал, уже замораживать, сволочи. Странно, что-то дроид, главное, вылетел. Он не вылетел, а выполз, а яйцо за ним следом не поползло, не полетело. Перепутал. Перепутал. Один должен был ползти, другой лететь. Заговорился, короче говоря. Ну, давай, браток, попади уже. Что-то сила, блин, еле-еле устанавливается. Вообще мрак какой-то. Какой там уровень у нас? 4. Добивает, что поначалу тебя прям силком заставляет все подряд умения брать. Потому что следующий уровень нужных тебе никак не откроется. Давайте теперь заглянем в жилые сектора. Сейчас только посмотрю, я ничего там не пропустил. В смысле, шматье какой-нибудь из убитых дроидов. Чего у нас больше? Компьютерной запчастей. Давайте уже ремонт используем. Это еще одно нововведение. Теперь компьютер можно взламывать не только с помощью ремонта, но и с помощью компьютера. Точнее, наоборот. Не только с помощью компьютера, но и с помощью вот этого вот. В общем, 2 умения задействованы. В общем, эта гнида хромированная убила вообще весь персонал станции, судя по всему. Кого-то просто взорвала, кого-то с помощью дроидов, кого-то вот задушила в жилых отсеках. И все ради джедая. Прям таки чувствуешь какую-то свою вину в этом. Сколько здесь людей было? Почему-то он этих дроидов все время косит. Браток, давай, ты че? Не коси. Сколько можно. По-моему, молнии и то толку больше, да? Вот давайте ради эксперимента. Ну, серьезно, от молнии урона, по-моему, больше, чем от того умения. Что-то давно не сохранялся. Кругом одни трупы. Живых, наверное, вообще нет. Интересно, как он Атона в его этой силовой клетке не прибил?
Просто удивительно. Ладно, Крей, она хоть притворялась трупом, а Атон-то он уже ведь вполне живой, сидел в клетке. Или он считал, что он не представляет опасности, потому что заперт. Наверняка ждал, когда он с голоду там помрет или еще что-то типа того. Че париться, да, если человек заперт, значит не сможет вылезти. Так, вот, кстати говоря, вот эти вот... давайте вообще газовую горелку... Плазменную горелку, пардон. Возьмем. Потому что ей проще всего дверь взламывать. Вот это, по-моему, да... блин. Вот единственное реальное умение, упущенное, скажем так, которое бы пригодилось. Здесь есть некоторые места, некоторые двери, ящики, которые только с помощью подрыва можно открыть, а у меня мин нет вообще. Хотя... Так, ну давайте сначала прочитаем. А, это не здесь читать, это в другом месте. Ну, то, что мы сейчас нашли какую-то голографическую записную книжку, скажем так. Можно же, на верстаке минус сделать. Сейчас вот я метнусь назад. Минус создам. Только здесь разберусь со всеми. Прям беда какая-то с этими дроидами. Ну давай гранаты глушани его, что ли. Полчаса так будешь по нему стрелять, стоять. Я не помню, где-то здесь, по-моему, пульт. Вот в него нужно вставить этот блок данных, чтобы прочесть. Я помню, что мы вот еще в конце всего этого забега, вот здесь, конкретно на этой локации, найдем тело этого... Курс, не помню как его, ну, который хотел продать нас обмену. Один из шахтеров. Его дроид, в общем, напарил очень жестко, жестче, чем всех остальных. Сыграл, короче, на его вот этом вот желании продать джедая. По-моему, он ему даже помогал, этот курс в некоторых местах. А потом он от него избавился. В общем, дроид, надо признать, партию разыграл здесь прям безупречно. Если бы мы из этого бака не вылезли, то тогда нас он бы толкнул 100% обмен. Помогла Крей нам очнуться. Первый, короче, момент, где она нас спасла. Поиск, поступивших записи, вернее. Ставить. Давайте вот это вот. Первым делом посмотрим. It's about an hour after the facility suffered the explosion that triggered the emergency lockdown. Just finished helping the dock officer set up the transmission relay. Not much signal strength, but it's better than nothing. The transmission gives the code to open the turbo lift when or if help arrives. Code is a simple group of 5 numbers. 3, 17, 13, then the next 2 numbers are... Sir, couldn't we contact the med bay? Maybe the Jedi's awake. If so, he could help us. No good. The link to the medical computer was severed from the hub, just like the administration console. Even if the Jedi wakes up, how would we get the dormitory turbo lift code to him? Without it, the turbo lift to the administration level is locked down. We just took an inventory of our supplies. We've got enough emergency rations in the dormitories to last almost a month. But with all the problems in the facility, I don't know how long we'll last. I wish we could contact the Jedi. Maybe he could... But no, he's still floating in that damn tank. Someone's played us for fools. And since Corda and his crew aren't locked in here with us, it's pretty clear who it was. If I ever catch up with that Mandalorian-loving son of a... At least the air scrubbers are still working, even though they're tied into the... Hey, what's happening to the ventilation system? Is...
Стало быть, сначала этот Курт запер их здесь, а дроид потом уже задушил их. We managed to get to the dormitories. We should be safe here. We've been trying to use the holo-transmitter to beam a transmission to the administration level to end the lockdown. But the administration console's been severed from the main hub. Everyone thinks we should try to evacuate on our own as soon as possible. But there's no way to break the dormitory seals from the inside. I'm going to keep sending distress calls in the meantime. We've been trying to find a way to circumvent the lockdown and get to our hangar bay, but so far, no luck. The situation's worse than we thought. Even if we get out of here, we can't shut down the fuel depot force fields if a fuel leak was detected. If so, the only way off this asteroid is if a ship docks with us. But the only connection to the docking platform is on the administration level, and we can't get up to the docking bay while we're trapped here. I only hope someone survived the explosion in the mining tunnels. If not, then we're stranded here, unless our transmission reaches a passing ship, or a Telos freighter. Managed to use the holo-transmitter here as a crude relay to beam short-burst transmissions outside the Paragas facility. With any luck, the transmission will carry beyond the asteroid field. We've set the emergency transmission on automatic playback. We're using a simple military flash code to transmit the code to the turbolifts, so maybe our rescuers can get down to the dormitory when they reach the station. Without those turbolift codes, our rescuers wouldn't be able to get here from the administration level. And without those codes, we wouldn't be able to get to the administration level if we found a way out on our own. The messages are short distress calls only, since we can't get much signal strength. It's pretty weak, so unless a ship is actively searching the area, it might be a long time before a ship picks up the message. After all, who would be scouring frequencies way out here looking for trouble? The transmission gives the code to open the turbolift when or if help arrives. Code is a simple group of 5 numbers. 3. The transmission gives the code to open the... И что это нам дает, я не понял. То, что мы код разгадали. Интеллект решает. Интеллект всегда нужно качать. Так, давайте быстренько к верстаку. Попробуем создать мину. 2, 3. Ну, сколько получится. Хотя, по-моему, для того, чтобы создать мину, нужно иметь навык как раз-таки подрывник, которого у меня нету. Или сейчас так и вовсе нельзя создать, да? Странно, а мне казалось, что мину можно создать, или... Непонятно, короче. Или сейчас недоступно это умение. Как так столько бегаем, ни одной мины не нашли? Почему нельзя вместо мины использовать гранату, например? Что мешает? Кинуть гранату под дверь. Та же самая фигня, в принципе-то. Точно так же должно подорваться. Не знаю, короче, умом все это не понять. Ладно, давайте здесь тормознем. В следующей серии продолжим наш грандиозный побег с этого комплекса. Надеюсь, вам интересно было посмотреть эту серию. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайки, комментируйте, заходите, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка на канале. Все, спасибо за внимание. Пока.